акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем маки. Конец мая и начало июня – это время, когда цветут эти прекрасные цветы маки. Особенно они красивы для меня лично на закате, когда солнце начинает просвечиваться через их красные лепестки, тонкие, нежные, и давать золотое свечение. Именно это мы попытаемся с вами сегодня отобразить. Для этого наберем на кисть как основной ярко-красный цвет. И на кончик кисти наберем желтый, ярко-желтый цвет. И немного смешаем их на кончике. Затем движения, которые мы должны выполнять кистью. В зависимости от объема лепестка, который вы хотите получить, вы прижимаете кисть больше или меньше, то есть или самый кончик, или наполовину, или целиком. Делаете вы это в процессе движения. Движение – это прокручивание кисти между пальцами и ее движение в выбранном направлении. Не крутите лист бумаги, покрутите руку, разработайте ее. И еще одно главное правило при выполнении такого движения, чтобы кончик кисти всегда смотрел в предыдущий сделанный мазок. Так мы получим красивый эффект, и лепестки будут очерчены вокруг следующим лепестком. Итак, напоминаю, мы берем красный цвет на кисть как основной. На кончик берем ярко-желтый. Немного смешиваем цвета на кончике. Можно использовать также и оттенки оранжевого цвета. Это зависит уже от того, как вы видите вашу композицию в цветовом решении. Так выполняем несколько цветов. И теперь бутоны. Начинаем движение с кончика и затем прижимаем кисть целиком. Затем мы очертим их зеленым цветоложем. Для этого использовали ярко-красный цвет. Теперь коробочки с семенами. Для этого просто оставляем 3 мазка кончиком кисти и один сверху делаем такой же мазок для шапочки. Теперь очерчиваем бутоны тем самым цветоложем, о котором говорили прежде. Для этого используем оттенки зеленого цвета. Можно взять даже 2 оттенка зеленого на кисть. Работаем в основном кончиком кисти, просто очерчивая уже имеющийся у нас бутон, намеченный красным цветом. Где-то прижимаем кисть больше, где-то меньше. Теперь рисуем стебли. Стебли – это линии, они не всегда прямые, у пионов они часто красиво изгибаются, но достаточно упругие. Для тонкой линии мы менее давим на кисть, для более толстой линии мы более давим на кисть. Где-то для совсем тонкой линии мы работаем с вами самым кончиком. Что еще важно? Пересекайте стебли между собой как можно чаще. Это даст объем. Теперь рисуем листья. Сначала делаем линию для того, чтобы насаживать на нее остальные листья. Про линию мы уже говорили. Для тонкой менее давим на кисть, для более толстой более давим на кисть. Сами же листья мы начинаем движение с кончика кисти и затем все более прижимаем кисть. Или же можно просто оставить отпечаток кисти, похожий на каплю. Некоторые лепестки можно выполнить просто кончиком кисти, проведя линию, поскольку лепестки, как и цветки, они тоже видны нам в разных ракурсах, поэтому чередуйте мазки. Так мы выполняем мазки для написания листьев.
Тоже часто пересекайте ветки с листьями и меняйте оттенки зеленого, или берите сразу по 2 оттенка на кисть. Теперь распушите кисть пальцами, она должна быть достаточно сухая, с минимальным количеством влаги. Возьмите на нее темно-зеленый оттенок и оставляем вот такие вот ряды тонких линий за счет распушенной кисти, тем самым получаем такие волосатые бутоны, каковыми, собственно, они и являются у мака. Теперь тонкими линиями мы должны будем сделать контур на коробочке с семенами. И самым кончиком кисти темно-зеленым цветом мы поставим точки разного размера на стеблях, такие пупырышки. Делаем это весьма хаотично, чтобы это смотрелось более естественно и натурально. Теперь делаем серединку мака. Для этого возьмем оливковый, смешаем его с белым, чтобы оливковый не потерялся на красном, и делаем 2 мазка, похожих на каплю, формируя из них овальную серединку. Теперь, пока серединка подсыхает, мы нарисуем тычинки. Для этого возьмем малую жесткую кисть. До этого мы работали мягкой средней кистью. И с минимальным количеством влаги мы сейчас работаем, и черным цветом. Сначала ставим точку, прижав кончик кисти, а затем ее кончиком проводим тонкую линию. От этой точки можно выполнять это движение и в обратном направлении. Как я уже говорила, для тонкой кисти, для тонкой линии, прошу прощения, мы оказываем минимальное давление на кисть. И также советую пересекать тычинки как можно чаще между собой, чтобы придать больше объема. Итак, точка и тонкая линия. Так мы делаем на всех открытых цветках, где видно серединку. И теперь той же кистью, взяв темный-зеленый цвет, мы проводим тонкие линии к центру овала или от центра овала, тем самым прорисовывая серединку у раскрывшихся цветков мака. И последнее, что мы с вами сделаем, это разными оттенками зеленого цвета или даже коричневого проведем тонкие линии, которые тоже часто пересекаются между собой, чтобы нарисовать траву, чтобы сделать нашу композицию более объемной и интересной. И это последние мазки на данной работе. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще вы хотите, чтобы мы с вами нарисовали.